Итак, передо мной стояла задача, как сделать самый недорогой дом, при этом, скажем так, не потерять в качестве, но выиграть в цене. И я эту задачу решил. Чтобы ее решить, надо просто убрать все лишнее. Вот этот дом. Этот дом состоит всего лишь из 6 стен. Его конструктивная схема очень простая. Этот дом 12 на 9, 108 квадратных метров. Почему этот дом самый недорогой? Потому что отсюда убрали все лишнее. Дешевле просто невозможно. Смотри, здесь нету свесов. Отделка выполнена из металла. Здесь нету никаких лишних перекрытий чердачных. Он сразу подшит, ты получаешь весь утепленный объем. Также этот дом подойдет для северных регионов. Данный дом очень легкий. Вы не поверите, но на возведение этого каркаса потребуется всего 13 кубических метров доски пиломатериала. Это очень мало. Монтаж металла происходит крайне быстро. То есть, если захотите такой дом построить самостоятельно, это будут минимально затраченные силы из всех вариантов вообще конструкции домов. Это одноэтажный дом. У кого есть двухэтажный дом, тот знает, что второй этаж используется только при нужде, скажем так. Ты туда просто так не пойдешь. Одноэтажный дом — это совсем другое. Ты его будешь использовать полностью. Следующая особенность этого дома — он весь сделан из пакета досок. Здесь не используется брус. Можно увидеть вот доски встроенные, что позволяет вручную перенести все детали этого дома. Что мы и сделали. Половина этого дома просто перевозится на 2-метровом прицепе. Он именно так и спроектирован. Металлическая отделка, она очень практичная, долговечная и, самое главное, быстро монтируется. Здесь, в этом доме, выполнена комбинация отделки с деревом. В качестве деревянной отделки используется прямой планкент, доска с завальцованным краем. Вот такая, 120 миллиметров. Вот тут вот. Также из этой же доски выполнены откосы. Получается, для того, чтобы собрать этот дом, нужно всего 3 типа пиломатериала. Это 200-е 196 на 46, это перекрытие цокольное и кровля. Стены у нас идут 146 на 46. Ну и вот эта доска завальцованная. Сорт С мы используем для обрешеток, а для отделки уже берем сорт, тот, который подходит для отделки, АБ. Вот так это выглядит. Посмотри, как выглядят окна красиво. Казалось бы, отделка подходит для контейнера, но при этом в комбинации с деревом ты получаешь вот такую красоту. Вот задний фасад. При желании этот дом можно пристроить, сделать выход из любой из комнат на террасу. Здесь можно сделать прозрачную кровлю, и это будет просто необычный дом. Вот так он выглядит. Для фундамента здесь выбраны винтовые сваи. Почему? Поскольку здесь торф. Здесь такая вот интересная терраса. Она необычная. Часть террасы выпущена консольно на полметра. Это увеличивает ее ширину. Тем самым мы получаем несколько квадратных метров больше. На этой террасе можно постоять, отдохнуть, пообщаться, насладиться природой, послушать птички, попить кофе. Итак, окна. Окна здесь большие, но не в пол. Они, скажем так, удовлетворяют всем потребностям людей, но при этом вы находитесь в своей интимной обстановке, никто не наблюдает за вами. Более того, этот дом спроектирован так, чтобы не напрягать соседей. Боковые стены не смотрят на соседей, и поэтому вы сохраняете свою
скажем так, интимную обстановку на своем участке, не напрягая при этом других людей. Заходим, здесь пахнет деревом. Нас встречает вот такая большая просторная планировка. Это свободная планировка. Вот две несущих стены. Вот балки, которые обеспечивают пролет 4 метра. Здесь можно сделать кухню-гостиную. Эта зона очень хорошо освещена. Как это выглядит? Вот в этих зонах можно сделать спальню. Здесь можно сделать сквозной проход с выходом на задний двор. Более того, высота позволяет здесь сделать второй этаж. Высота в канте 4 метра. Если вдруг вам интересно сделать здесь какую-нибудь детскую, можно ее сделать двухэтажной. Здесь планируется санузел, техническое помещение, мокрые зоны. Можно сделать здесь стену, сделать здесь кухню, объединив, отграничить эту зону, сделать тамбур. Тут от вашей фантазии зависит. Более того, можно сделать проемы дверей не в этом месте, а в каком-нибудь другом. Собирать этот дом очень легко. Все стены симметричные. Как правая часть, так и левая, так передняя, так и задняя. Более того, фундамент абсолютно одинаковый, его схема. Его можно даже наоборот сделать. Я бы хотел познакомить вас с конструктивной схемой этого дома. Рассказать, как этот дом собирается. И продемонстрировать вам, что дешевле дом просто невозможно сделать. Итак, по-быстрому за минутку собираем дом. Вот у нас сваи. Закрутили сваи. Параллельно привезли досочки. Значит, первым делом собираем обвязочку из пакета досок. Вон, видишь, из досочек все сделано. Это не брус. Легкие детали. Везде выполнена перевязочка, где необходимо. Итак, собрал ты эту обвязочку. Для интереса, сколько она весит, какой тут объем. Сейчас посмотрим характеристики. 3 куба надо. Идем дальше. Собираем пол. Перекрытие цокольное. Значит, вот таким образом выглядит наше перекрытие. Здесь у нас консольные свесы на террасе. Пол достаточно сложный. Здесь места опора стен. Опора стен несущих. Везде сделано все таким образом, чтобы использовать минимум доски, при этом не потерять ни в прочности, чтобы все детали работали и служили как надо. Итак, пол мы сделали, цокольное перекрытие мы собрали. Перекрытие требует 2,6 куба и полкуба нужно на террасу, на перекрытие террасы. В террасе доска у нас идет другого сечения на 5 сантиметров ниже. Это сделано, это хорошая практика, чтобы не попадали осадки в дом. Перепад высоты. Итак, все, собираем стены. Вот наши стены. Наши 6 стен. И в стенах стоят балочки. Балки сделаны таким образом. Снизу 2 доски, сборные, сверху 3 доски. Они собираются в определенной последовательности. Вот здесь видно перевязку. Это балка длиной больше 7 метров. Сборная. Вот можно посмотреть, как это из досок выглядит. Итак, стены мы собрали. Теперь собираем крышу. Крыша вообще проще простого. Все детали одинаковые. Так выглядит стропильная система. Ну и все, дом готов. Каркас выглядит следующим образом. Считаем, сколько на весь каркас надо. На весь каркас потребуется такое количество кубических метров пиломатериала. Все, дом готов. Многие скажут, вот, инженерные коммуникации, участок. Ну, это касается любого дома. Мы тут говорим именно о том, как сделать недорогой дом, при этом получить большой объем и затратить при этом минимум энергии. Именно одноэтажный дом будет использоваться максимально. Ну, давайте так посмотрим. Здесь можете разместиться вы. Здесь дети в 2 этажа. Здесь родители. Вот. Уже
вариант для всей семьи. 13 кубических метров пиломатериал, немножко труда, и дом у вас в кармане. Итак, если интересен такой проект дома, можно получить его чертежи для самостоятельной сборки. Есть варианты как из сухого строганного материала, так и из нестроганного материала. Более того, этот проект можно доработать под ваши желания. Такой дом можно построить с любой строительной компанией, которая возьмется строить по проекту. Строить по проекту очень просто, но если вы не доверяете и своим рукам, и рукам строителей, можете обратиться ко мне, если вы в Ленинградской области. Может быть, что-то придумаем для вас. Контакты в закрепе внизу. Посмотрите.